Привет, гильдия! В этом видео разберем, как качественно навалять четвертый из предвестников Фатуи Слуге, она же Арлекина, она же Отец. Идите колотить. Поехали. Условия открытия подземелья. Выполнить задание легенда Арлекина, очищающий огонь, глава 1, когда затухает огонь очага. Либо, если ваш ранг выше 40, то вы можете воспользоваться функцией быстрого испытания в меню лицензии Искателя приключений, чтобы сразу приступить к прохождению подземелья Разрозненные руины. Что важно знать, прежде чем отправляться к ней? Это ее сопротивление к элементам. Как вы уже догадались, к пироэлементу оно самое высокое, составляет 70%, поэтому пиродамагеров отправляем на скамейку запасных. К остальным элементам и к физ урону сопротивления 10%, исключение элемент гео, сопротивление 0, поэтому тот же Ита наваливать ей будет от души. Очень рекомендую брать в отряд хорошего щитовика и обязательно шикарного хиллера. Хиллер будет не только восстанавливать нам здоровье, но также помогать снимать эффект долг жизни, который накладывает слуга на нас. Данный дебаф снижает здоровье персонажа и поглощает лечение. Лечением он же и снимается. Поглотив достаточное количество, метка пропадает и вокруг вас появляются огненные перья, что означает, в случае проведения заряженной атаки по слуге, нанесете ей неплохой такой дополнительный урон. Рекомендую этим пользоваться и не забывать про это во время прохождения. Слуга имеет две фазы. Первая, когда она дерется в полсилы с одним крылом и косой. Атаки все равно мощные, но с большими промежутками по времени, да и уклоняться от них тоже несложно. Доведя ее здоровье к минимуму, предвестник переходит во вторую фазу и начинается красота. Дамажить она будет еще больше и еще чаще, и в большинстве своем по области, поэтому уклониться станет сложнее, но и багряный прилив будет наносить по ней еще больше урона, нежели в первой фазе. Также, если не уверены в своих силах и в коопе вам не с кем пройти, берите с собой побольше еды и зелий, лишними не будут. Ну и на десерт. За слугу мы можем получить 3 достижения. Первое называется «После пира». Достигните другой стороны кроваво-красного пиршества под взором роковой луны. Так, а теперь переводим на понятный нам язык. Во второй фазе дожидаемся атаки в полете, когда она атакует по области шарами. Дождитесь падения всех сфер, а затем отметки площади, куда спикирует Арлекина. Кроваво-красного пиршества. Покиньте данную область рывками, чтобы избежать урона, и открыть ачивку. Забрать вознаграждение за достижение можно из вкладки «Чудеса света». Второе достижение. Если ты жаждешь крови, выпустите 4 багряных прилива в одной схватке. Снимаем с себя дол крови и бьем заряженной атакой. И так 4 раза. Достижение будет выполнено. Ну и наконец, третья ачивочка. Белее белого. Вот с ней уже придется повозиться. Нам необходимо в одной схватке со слугой не попадать под ее удары, пока действует долг жизни, и победить ее. Проще говоря, пока на вас есть метка, избегайте попаданий по себе, отхиливайтесь, ну а когда метка спадет, атакуйте, и так до победного. Благодарю за внимание, увидимся, пока-пока. Еще больше полезных видео на канале Ватага.